Когда-то давно мультфильмы от студии Мельница еще не считались чем-то убогим, и даже сложно вспомнить момент, когда это изменилось. Я смотрел Алёшу Поповича все свое детство и досконально знал его сценарий от начала до конца. У меня не было времени на то, чтобы читать комментарии и рецензии людей на этот мультфильм, да и мне это было попросту неинтересно. Сейчас же, спустя 15 лет, мне стало занятно, чем же все-таки являлась та история в своей сути, что делало ее классной и вообще, является ли она таковой на самом деле. Сегодня я хочу поговорить про мультфильм Алёша Попович и Тугарин Змей, закрывая глаза на то, что происходило после этого произведения. Я не буду учитывать 3 богатырей и так далее и так далее. На мое удивление, еще в далеком 2005-м определенная часть зрителей резко реагировала на Алёшу. Самая большая претензия была относительно того, что авторы сделали из Великого Богатыря какое-то посмешище. И, конечно, повлиял тот факт, что былинный Алёша Попович совершенно отличается от своего воплощения на экране. Но лично в моем понимании, мультфильм не просто расходится с первоисточником, а совершенно осознанно забивает на него. Ему не важно, какой великий богатырь этот Алёша Попович, ему важно раскрутить шутку. Юмор в мультфильме – это основа как сценарной составляющей, так и всего произведения в целом. Мне и вовсе показалось, что создатели все делают исключительно ради юмора. Взять, к примеру, золото, которое крадет у жителей Ростова Тугарин Змей. Зачем злодею его переплавлять? Если смотреть мультфильм с точки зрения сценария, то ответа я найти не могу. Эта сцена не имеет никакого смысла. Но если смотреть с точки зрения юмора и визуальной рифмы, вполне себе. Тут уже ответ прост. Золото нужно переплавить для того, чтобы в самом конце повторить сцену из начала мультфильма, когда камень летит на город Ростов. Зачем это делать? Ради забавы и ради юмора. Мультфильм считает своим долгом потешиться над всеми героями, в том числе и над верующими. Почти каждый персонаж картины либо совершенный дурак, либо человек, не самый достойный. Главные герои глупы почти все. Оттого и иронично, что 2 самых образованных и рассудительных персонажа – конь и осел. Люди в картине намеренно выглядят глупыми. Зачем создатели это делают? Все ради того же юмора. Чтобы показать, что старик Тихон не умеет читать, в то время как конь запросто справляется с буквами. Или что великий богатырь русский готов бездумно наброситься на стадо бусурман, в то время как все тот же конь предлагает разумный план действий. Вообще, тема Юлии и Алёши довольно интересна, ровно так же, как и тема главного героя. Вот скажите, кто является главным персонажем мультфильма? Если верить названию картины, то, конечно же, Алёша. Но по факту все происходит совсем не так. По началу картины действительно все вырисовывается так, что богатырь ростовский выходит на первый план. Но с появлением в мультфильме Юлия все совершенно меняется. Мало того, что конь начинает занимать главенствующую роль в истории, так еще и все остальные второстепенные персонажи начинают играть роль не хуже Алёшиной. Понятие главного героя в мультфильме размывается. Даже злодея, заявленного в названии, побеждает осел с дедом и бабкой. И сделано это опять же только ради юмора. Юмор в мультфильме существует в качестве самоцели, сложно понять его смысл. Я бы даже сказал, что учитывая роль всех героев в мультфильме, главный персонаж истории – это юмор. Только он тут всегда и везде и является основой всего сценария. Но справедливости ради стоит сказать, что шутки тут первосортные, приколов ниже пояса почти нет, и создателей сложно в этом упрекнуть. Дальше-то что было? Что было? Вы кто? Я святой Лука, а это пророк Моисей. Юлий. Моисей, друг, позаботься о моей семье. Успокойся, Юлий, у тебя нет никакой семьи. А при чем здесь Моисей? Интересные вы люди. Как он пройдет по бревну? Он же осел. События в мультфильме развиваются с какой-то молниеносной скоростью. Тут присутствует ранее побеждающее происшествие, из-за чего сразу погружаешься в поток событий. История от этого ничего не теряет, а порой даже приобретает. Но несмотря на все плюсы, в какой-то момент сценарий начинает неплохо так протекать. Например, момент с выходом Тугарина Змея. После драки Алёши с басурманами он хватает Любаву и убегает восвояси, крича богатырю, что будет ждать того возле старого дуба. И если ему принесут золото, то он выпустит девочку. Зачем ему вообще было убегать? Я понимаю, что Тугарин не самый умный парень, но все-таки. Алёша в тот момент был уставшим после боя, а Тугарин уже заполучил пленницу. Почему они не могли решить все на месте? Да потому что сценаристам надо было, чтобы Тугарин убежал. Им необходимо было завернуть историю так, чтобы ввести в игру князя Киевского. Сделали они это очень халатно, что уж говорить.
и избежал мультфильма сравнений с другими произведениями подобного жанра. Сам по себе Алёша и Тугарин-Змей кажется с какой-то стороны субверсивным, меняющим взгляд на жанр. Истории про геройские похождения с конем, где персонаж потерял честь и должен вернуть ее, не в новинку. Но Алёша вроде как меняет это все. Самые образованные герои — это звери, главного злодея побеждает осел со стариками, да и прочие мелкие детали на это намекают. Оттого Алёшу и начали сравнивать со Шреком. Да-да, Шрек в своей сути почти полностью субверсивная картина, которая была создана с целью насолить Диснею. Но разница Шрека с Алёшей в том, что первый, помимо того, что продвигает альтернативный взгляд на жанр, дает что-то взамен, создавая новые штампы. Шрек — самостоятельная история, в то время как Алёша просто тонет в море субверсивных деталей и не предлагает никакую альтернативу, кроме юмора. Также я заметил, что в мультфильме присутствует такой инструмент, как прямой контекст. Используется он в моментах, где главные герои идейно расходятся о взглядах. Взять сцену, когда они стоят у 3 тропинок и говорят, кто что хочет. Кто-то жениться, кто-то богатство, а кто-то найти Тугарина. Тут пути героев расходятся, как в переносном смысле, так и в буквальном. Они идут по разным тропинкам. И еще, конь Юлий, вопреки тому, чем он стал в 3 богатырях, в Алёше представляет собой этакий мост между зрителем и историей. Мало того, что он выходит на первый план, смещая Алёшу на второй и делая историю про богатыря без богатыря в главной роли, так еще и всячески указывает на различные шаблоны истории и пытается ломать 4-ю стену. Он понимает, что является героем мультфильма. Алёша богатырь. Он главный герой и погибнуть не может. Я его богатырский конь. Любава, невеста героя. Несмотря также на небольшой хронометраж картины в 75 минут и очень быстрое развитие истории, мультфильм не боится грешить филлерными сценами. Взять, например, эпизод с березами. Он фатально выбивается из всей истории и создает какие-то противоречия в мире героев. Например, когда Юлий и Моисей ходят по потолку. Но мультфильму все равно, ведь, как я и говорил ранее, юмор для него превыше всего. Любить эту историю или ненавидеть – личное дело каждого. Я же считаю этот мультфильм, возможно, любимым среди российских. Он занимал большую часть моего детства. Сложно припомнить такой же качественной картинки вперемешку с занятным юмором, который к тому же существует только ради самого себя. Алёша Попович и Тугарин-Змей навсегда останется в моем сердце вместе «Там тебе дам» и другими запоминающимися деталями. Он был для меня загадкой, но в процессе создания этого видео я нашел для себя его разгадку и вот делюсь ею с вами. Всем большое спасибо за просмотр и еще увидимся.